Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. В моих руках новейшее и очень элегантное решение от японской компании Marumi. Инновационная система круглых фильтров с функцией магнитной фиксации. Больше не надо накручивать каждый новый фильтр на объектив, одевается магнитное кольцо и затем за 2-3 секунды светофильтры в магнитной оправе. Такая конструкция — это снижение износа фильтра и резьбы объектива, плюс очевидное снижение затрат времени на установку. Время дорого, и иногда бывает так, что установка обычного фильтра съедает время. И когда фильтр за 20-30 секунд накручен, то момент упущен. Поэтому оперативность установки фильтров или их снятия — это большое преимущество. Как обычно, компания Marumi наделила продукт выдающимися характеристиками и функционалом и предлагает сразу удобные комплекты для большинства необходимых ситуаций с фильтрами диаметром 67, 77 и 82 мм. Есть два комплекта: Magnetic Slim Basic Kit, куда входит адаптер с защитным стеклом, поляризационный светофильтр, ND16 и магнитная крышка объектива с надписью Marumi. Есть более расширенный комплект Magnetic Slim Advanced Kit. Туда входит адаптер без стекла, поляризатор, ND16 плюс ND64. И также, как и в любой комплект, магнитная крышка объектива с бархатистым покрытием изнутри. Slim означает тонкий. Эти фильтры Ultra Slim, они ультра тонкие. И слева фильтр из набора Marumi Magnetic Slim, а справа типовой фильтр другого производителя. Это оптимальные наборы, подходящие для множества ситуаций, но есть и огромный плюс. В отличие от других производителей, каждый фильтр или крышку можно купить отдельно в магазине Marumi. Я дополнительно заказал адаптер для крепления к объективу со стеклом. Он выполняет роль защитного светофильтра. Плюс комплект фильтров Advanced Kit поставляется в сумке Marumi. Каждый комплект идет с сумкой, и ее нельзя купить отдельно. У сумки прекрасный, минималистичный и строгий дизайн, отличная отделка. Я делал обзор на комплект и сумку от Marumi M100. И эта сумка явно наследует ее черты, материалы и отделку, а также саму идею распахивания на манер гармошки. Здесь есть 9 отделений, и мой набор из 6 компонентов легко сюда умещается. Остается еще 3 отделения между заполненными. Сюда можно положить какие-то дополнительные аксессуары, которыми фотограф хочет расширить свой арсенал. А также я хочу отметить, что фильтры непринужденно укладываются в отделения, которые снабжены мягким ворсом, и ваши фильтры не пострадают, когда вы их легко достаете из этой сумки. Крепление сумки возможно с помощью шлевки, а также с помощью карабина. Здесь есть кольцо, но лучше бы здесь был сразу карабин, чтобы не искать его в экипировке. Пристегнул и пошел. Итак, подробнее рассмотрим комплект, который я собрал. Адаптер для крепления к объективу без стекла. Вот он, вот такое колечко магнитное. Адаптер для крепления к объективу со стеклом, выполняющий роль защитного светофильтра.
Поляризационный светофильтр. Нейтрально-серый светофильтр ND16 на 4 ступени. Нейтрально-серый светофильтр ND64 на 6 ступеней. А также крышка для защиты передней линзы или фильтров. У крышки строгий дизайн, она тонкая, такая же тонкая как фильтры, чуть-чуть выпуклая снаружи и плоская внутри. Снаружи металл, а внутри мягкий искусственный бархат. Все элементы снабжены магнитным контуром с достаточно сильным магнитным полем. После установки фильтров они надежно прикреплены и не падают даже при значительном усилии. Оправа выполнена из алюминиевого сплава А6063, обладающего исключительной коррозионной и механической стойкостью. Качество сборки фильтров превосходное, как обычно у Marumi. Черненая оправа, сильный магнит, плотное прилегание обеспечивает отсутствие засветов между фильтрами, а тонкая оправа не винтирует на широкоугольной оптике. Наружные микронасечки позволяют не проскальзывать пальцем при работе со светофильтрами. Фильтры с мультипросветлением, с защитой от пыли, устойчивостью к загрязнениям, а также с водоотталкивающим покрытием. Установим на объектив переходное кольцо. Теперь в считанные секунды можно крепить светофильтры. Их можно крепить друг на друга в любом порядке, но чтобы правильно работал поляризатор, важно крепить его первым на адаптер, а остальные фильтры поверх поляризатора. Поляризатор выполняет свои функции приемлемо и нет вопросов к его работе. Он устраняет блики, позволяет получить более насыщенный цвет, устраняет лишние отражения и на тестах совершенно незначительно сдвигает баланс белого в теплый оттенок. Но для этого надо пристально вглядываться. Изменение не слишком заметно. Изменение светосилы с поляризатором ровно 1 ступень. Этот параметр лучше, чем у других фильтров, которые сдвигают светосилу от 1,5 до 2 ступеней. ND16 понижает светосилу на 4 ступени, и он абсолютно нейтрален по цвету. ND64 понижает светосилу на 6 ступеней, он тоже абсолютно нейтрален по цвету. ND-фильтры в сочетании друг с другом и с поляризатором не снижают детализацию и не дают искажений по цвету. Некоторые производители фильтров комплектуют наборы только одним ND1000, но это не оптимально, так как нет маневра по светосиле, а в распоряжении только ослабление на 10 ступеней, а это может дать слишком длинные выдержки при меняющемся освещении. Marumi поступили очень мудро, предложив 2 фильтра на 4 и на 6 ступеней, ведь сложив фильтры мы получаем те же 10 ступеней, как ND1000. Итого у фотографа гораздо шире выбор при работе с экспозицией, шире маневр,
4, 6 и 10 ступеней. Когда фотограф использует несколько фильтров, повышается риск поймать отражение, так как оптическая конструкция усложняется добавлением новых элементов. Но Marumi сопроводила все светофильтры низким коэффициентом отражения. Сделано все, чтобы фотограф получал необходимый и надежный результат, а также оценил легкость использования. Итак, исходный кадр слева и на двух кадрах действие поляризатора. Первый без действия, второй при поляризации. Как мы видим, устранены отражения, приемлемо устранены отражения. Стеклянная поверхность стола очень сильно отражала, и отражения устранены. Цвет практически не поменялся. Баланс белого чуть-чуть изменился, совершенно незначительно в теплую сторону, но это надо еще заметить только при пристальном разглядывании. Детализация осталась на том же уровне и не пострадала. Все великолепно. Слева исходный кадр, в середине применен ND16, справа ND64. Как видим, цвет не поменялся. Детализация осталась паритетной. Фильтры не повлияли на детализацию, не повлияли на баланс белого. Все выглядит как и должно выглядеть. Фильтры абсолютно нейтральны. В следующем сравнении мы видим исходный фотоснимок. Далее соединенные ND16 и 64, которые дают эффект ND1000, то есть 10 ступеней экспозиции. И последний кадр справа — это ND16, ND64 и поляризатор. Как мы видим, на снимке устранены отражения и поляризатор работает. Цвет практически не изменился. Как видим, выдержки длинные, даже стрелка часов осталась не резкой, да? И это же мы видим в последующем. То есть тут падение светосилы 11 ступеней. Цвет остался реальным. Ничего в принципе по детализации мы не проиграли. Все выглядит точно так же. Фильтры работают прекрасно. Итак, давайте подведем итог и выделим плюсы и минусы данного набора. Первое — легкость использования. Второй плюс — сокращение времени на установку. Отсутствие засветок. Компактный размер. Защита фильтров и объектива магнитной крышкой. Плюс устойчивость от пыли, влаги и загрязнений. Плюс соответствие заявленным характеристикам. Также ND-фильтры позволяют работать с 3 ступенями экспозиции. Функциональная и красивая сумка. Магнит немного сильнее, чем у конкурентов. Отличная комплектация, приемлемая цена, возможность купить каждый фильтр отдельно, а также высокая разрешающая способность, качественное мультипросветление, отсутствие виньетирования, сохранение цветового баланса, низкий коэффициент отражения. И дошло дело до минусов. На сумку вместо кольца лучше всего прикрепить карабин, чтобы сразу пристегивать. И еще один небольшой минус: используя эти фильтры, невозможно одеть крепление для прямоугольного градиентного светофильтра. Но об этом уже надо говорить отдельно. На этом обзор закончен. С вами был Юрий Притиск. Фотографируйте с удовольствием.